Всем привет! Сейчас мы пообщаемся с игроком команды Virtus.pro, Сашей Фобосом. Я тебя поздравляю с поездкой на International. Это твой первый турнир такого уровня, и я знаю, что ты очень хотел сюда попасть. Расскажи вот о своих впечатлениях несколько дней, которые ты уже здесь провел. Всем привет! Я, в принципе, очень доволен здесь. Не знаю, как описать, но суть в том, что, допустим, здесь в плане еды очень круто. У нас всегда есть еда почти в любое время. Снеки на этажах у нас тоже стоят, вот куча столов с шоколадками, водой, фруктами и так далее. То есть нас заселили команды, в принципе, на каждом этаже 2-3 команды. То есть, во-первых, мы там живем, и у нас там есть практис-рума. И как бы вот буквально встал там в хорошем номере, там помылся, проснулся, и можешь сразу идти играть рядом. У Артема с Илиданом, допустим, вообще смежный номер с практис-румом, они просто дверь открывают туда и заходят. Вот. То есть в плане организации тут все супер топово. Ну, в принципе, это, наверное, и ожидаемо. То есть вот любой аспект, он гораздо лучше, чем на любом другом турнире. Единственный минус — это то, что как бы здесь почему-то по положению недалеко проживает куча бедных людей. И вот буквально выходишь, допустим, покурить на 5 минут, и очень часто к тебе кто-то цепляется. О, да. Вот, или там сигарету просят, или просто какой-то бред несут. То есть, как бы они там даже половина не в себе реально. Ну, я спрашивал, почему так, и как бы вроде как тут какой-то парк бомжей, где они обитают, совсем недалеко от этого крутого отеля. Но, я так понимаю, это Америка, здесь все равны. И как Ну, здесь, да, здесь в Сиэтле особо проблема как раз с бездомностью, поэтому есть такие нюансы. Я не знаю, почему так. Возможно, это связано с тем, что здесь легализированы наркотики, возможно, с чем-то другим. То есть, ну, когда мы были в Техасе, такого мы точно не видели. Вот, но с другой стороны, мы были где-то там возле аэропорта, у нас вокруг не было ничего. Возможно, в городе там тоже такое. Но мы в городе были на пару часов, но тоже не видели этого вообще. Хорошо, вот многие говорят, там, в частности, твои тиммейты бывшие, о том, что ты такой человек, который очень сильно зависит от комфорта, как психологического, так, в принципе, и там, от физического. Можешь об этом немножко рассказать? То есть тот же самый Джотман говорил, что вот если ты там нормально выспишься, поспишь, то ты будешь там на 20% играть лучше. Но если же там у тебя какие-то проблемы с этим, то сразу твоя игра сдает. Моя именно? Да, или именно твоя, да. Ну, отчасти это правда, потому что, ну, на самом деле это на любого человека влияет. То есть, как бы для того, чтобы показать свой полный результат, ты должен себя во всех планах чувствовать комфортно. То есть, если, опять же, взять меня или там меня, который ну, вот я высплюсь, это... Я не скажу, что это два разных человека или в таком духе, но суть в том, что, типа, если я высплюсь, то, как бы, мой КПД будет выше. И так можно сказать о любой вещи. Если я себя там хорошо чувствую, мой КПД выше. Если я в хорошем настроении, мой КПД выше. Ну, и так далее. Ну, есть вещи, которые, наверное, от этого не совсем зависят. Там, допустим, если ты голодный. То есть, если ты голодный, ну, тут непонятно, типа, лучше ты играешь или хуже. Вот. Но конкретно сон сильно влияет. То есть, может, не 20%, но 10-15% это точно влияет на реакцию вообще в первую очередь. Учитывая, у меня роль такая, где я должен с минимальными ресурсами делать много, и как бы мне нужно вот как бы все из себя выжимать. И как бы я очень сильно чувствую, если я не выспался, там, плохо себя чувствую и так далее. То есть это сразу очень сильно сдает. Что, падает реакция на 20%, падает игра на 10%, к примеру, так. Вот. Если, с другой стороны, если бы я стоял, допустим, бил крипов, мне бы это не сильно решало. То есть ты на завтыке стоишь, это делаешь, там все равно. Бить крипов легче? Бить крипов — это просто механика, там как бы ничего не нужно. А ты сказал по поводу еды, ты говоришь, голодной или наоборот сытой. Вот есть такое мнение, бытует о том, что там перед важными матчами нужно не наедаться, а там играть немножко даже на голодный желудок. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ну, это связано с тем, что когда ты наедаешься, у тебя кровь приливает к желудку, а не к голове. Ну, это да. как бы первый фактор. Второй фактор, когда ты входишь, скажем так, в какой-то адреналиновый режим,
Вот, то есть у тебя обостряются все чувства, ты как бы начинаешь все лучше делать, у тебя при этом тоже отключается кишечник, желудок и так далее. Вот. Соответственно, как бы на полный желудок лучше не играть. Ну, все-таки на каждом турнире, наверное, есть ситуация, где ты должен быть в каком-то состоянии стресса, там не досыпать иногда, там не получается нормально спать. Но ты говоришь, что там сильно падает игра. Вот как конкретно ты стараешься это все оптимизировать, там свой режим, там то, что ты делаешь? Вот Ну, насколько это... во-первых, она не сильно падает. Она падает прямо пропорционально, как бы, скажем так, своему комфорту, условно говоря. То есть прям так, чтобы она сильно упала, это, не знаю, надо сутками не спать и кучу времени. Но это, в принципе, логично. Ну да, логично. Вот. Просто нужно заранее приезжать, заранее готовиться к режиму, заранее понимать, когда у тебя игры, чтобы высыпаться. То есть если я дома встаю, допустим, в час дня, то здесь как бы мы перестроились, мы встаем там в 10 утра, в 9. Вот. Ну, при этом, понятно, уже совсем вечером КПД падает, но оно и не нужно, потому что ты не играешь. А что по поводу, ты сказал, настроения и так далее? Вот как ты с этим работаешь? Есть же там очевидно, что если ты проиграл игру, то настроение там может упасть, или же там какие-то ошибки допустил, Ну, а ты должен играть следующий матч, и вот тебе нужно наоборот... ну, конкретно фактор морали на меня слабо влияет, на самом деле. Ну, то есть, как бы, есть моралезависимые люди, то есть я отношусь более ко второй группе. То есть, соответственно, мне особо с этим работать не надо. У меня мораль особо не падает. Хорошо. Еще известно то, что ты один из тех игроков, которые, наверное, просто великолепно разбираются конкретно в механике дота игры. Там, я знаю, что ты даже проводил время, где там пробовал там как отблинковываться от различных ультимейтов и т.д. и т.п. Расскажи немножко об этом, почему именно вот эти все нюансы технические, механические, почему они важны и насколько вот они важны для тебя, для прогеймеров? Ну, как бы, знаешь, лучше их знать, чем их не знать. Это, как бы, я точно могу сказать. Насколько они важны, ну, тоже сложно оценить, но, как бы, если они тебе помогут, допустим, в 2 ситуациях в игре, а ситуация, допустим, не даст тебе умереть и даст убить, это уже 2 фрага преимущества по факту, это уже очень много. И, как бы, это нужно знать и понимать. Ну, и, собственно, это частично отличает профессионалов от любителей. Вот эти нюансы всякие. А у тебя были какие-то, может быть, примеры, где вот ты там смог очень хорошо сыграть, потому что там знал, что нужно сделать, или там какую-то фишку использовал? Ну, конечно, были, но я так не могу тебе вот прямо сейчас так сесть и припомнить какой-то конкретный пример. Вот. Хорошо. Вот я знаю ну, то, вот, что... не знаю, самый простой пример, к примеру, там, допустим, панда улетишь, копается сынкин в песок, ты должен, как бы, во-первых, знать, что этот песок можно диспелить ветряной пандой. Это первое. А второе, как бы, должна быть наработанная привычка на этом. То есть, чтобы, типа, у тебя решение пришло моментально. Потому что одного знания тоже недостаточно. Должна быть отточенная механика и отточенное принятие решений, очень сильное. А есть какие-то в доте закономерности, там, из серии, как прыгает этот Ember Spirit и т.д. вот, или это рандом? Есть. Вот. Но конкретно Ember Spirit рандомно прыгает. Ага, то есть ты все эти вещи проверяешь и знаешь, как да, что работает? Да, конечно. Но Ember Spirit там, очевидно, проверять нужно, хотя бы для того, что ты, когда пропрыгиваешь, ты можешь в прыжке эти юзнуть цепи. Угу. Вот, соответственно, я когда много тренировался, мне нужно было знать, есть ли какая-то последовательность, потому что если я прыгаю, допустим, как бы 10 крипов и 2 героя, что, может, я специально знаю, что мне, условно говоря, надо 2 секунды подождать, и он там допрыгнет в последних, я нажму C и именно их свяжет, потому что оно связывает в тот момент, оно связывает в том месте, где ты находишься. Ага. То есть, когда ты прыгаешь, ты находишься вот в момент удара там, возле одного крипа, второго, третьего. Вот. Но конкретно с Ember Spirit там рандом. Вот. Допустим, если взять Виндранеру, который шеклшот, который я изначально думал, что там рандом, там не рандом. Оно связывает максимально, ну, как бы, с минимальным отклонением угла, приоритетная цель. Если типа они совсем на прямой стоят, оно свяжет 2 цели. Если уже чуть отклонение, оно все равно выберет ту цель, которая ровнее, и так далее. Ну, это очень интересно, на самом деле. Я думаю, что там на таком высоком уровне эти все моменты очень решают. Они, не то, что очень решают, но есть ситуации, где ты как бы можешь показать, вот прям скажут, круто. Ну? Или могут сказать, халява, типа, а на самом деле не халява. На самом деле не халява. Да. А что по поводу статистики? Вы как-то работаете со статистикой в команде, там как-то готовитесь конкретно, вот, основываясь на каких-то там данных аналитических других команд, ваших там команд игроков и так далее?
Я не знаю, как Артем этим занимается. Ну, то есть я не уверен, как бы основа цель Артем на этом, но лично я не особо. Ага. Ну, просто я к чему веду, к тому, что вот есть Valve расшарили для команд там 60-страничный том по всем героям, командам, и на самом деле там прослеживается закономерность у каких-то команд, там каких-то игроков, там есть саппорты, которые там до 5-й минуты часто там по карте перемещаются, что-то еще, что вот можно использовать в игре, или же это просто статистика, которая ничего не говорит. Как ты думаешь? Это статистика, которая как бы в общих чертах описывает примерно то, что делает, кем играет, но это и так известно. Ну, в принципе, да. Мало того, когда ты играешь с этими командами постоянно, ты и так примерно знаешь, ты даже привыкаешь не просто к команде, а к игрокам. Ага. С кем я играл много, я уже знаю, как некоторые игроки будут действовать, именно игроки. Против кого можно играть немного по-другому. Кто за тобой под вышку побежит, там, вторую, там есть такие бешеные. Я думаю, я даже знаю, кто, да. Я не знаю. Хорошо. Вот еще очень интересно то, что ты один из тех игроков, которые, по сути, тебе не нужно там беспокоиться, что ты будешь делать там после доты, да, вот ты, я знаю, там работал долгое время программистом, причем очень высокого уровня, вот сделал сайт Нави, да, потом решил там вернуться в доту. Расскажи, пожалуйста, вот как тебе это пришло, желание вновь попасть на International, там, чем это было связано, там, с призовыми, с развитием киберспорта, вот для тебя лично. Я знаю, кстати, то, что ты пожертвовал очень многим для этого, то есть если ты расскажешь, будет интересно. Ну, во-первых, вновь попасть на International — это неверная формулировка. Выиграть? Нет, не вновь попасть, я там и не был, в принципе. Ну, попасть, в принципе, первый раз. Ну, если коротко, то как бы я просто как бы от ожиданий примерно понимал, что это выгоднее, чем работать даже программистом высокого уровня, к примеру. Ну вот настолько сфера изменилась. Вот, плюс я не могу сказать, что это сильно хуже, чем работа в офисе или там дома, сидя на стуле, то есть как бы скорее наоборот даже. То есть как к этому пришел? Ну, не знаю, я просто взвесил все за и против, и за оказалось в моем понимании гораздо больше. Пускай это и было не 100% все, и даже там не 50% или 60 или 70, сложно оценить, но все равно это было выгоднее. Ну, по сути, ты очень быстро, вот, там, тебе потребовался, если я не ошибаюсь, год, чтобы вернуть свою форму и начать играть очень хорошо. Я считаю, что это очень хороший результат. Вот что ты конкретно делал, сколько тебе пришлось, от чего отказаться для того, чтобы попасть на этот турнир? Ну, в первую очередь пришлось от работы отказаться. Это понятно, нельзя за нее. Ну, скажем так, стать профессионалом в чем-то сложно. Очень многие люди не становятся профессионалами в чем-то. Это очень тяжело. Вот. А в нашей сфере нужно быть не профессионалом, в нашей сфере нужно быть лучшим. Стать лучшим — это вообще несоизмеримо с тем, как быть, ну, стать профессионалом. И механика и специфика этой работы тоже совсем отличается. Это как бы суперагрессивная среда. Ну, то есть немного цинично, но может так случиться, что завтра ты уже будешь никому не нужен. Там, не знаю, заболел, ты хуже стал играть, у тебя там какие-то проблемы. То есть тут нужно быть всегда супер собранным и всегда напрягаться. Нет времени расслабиться и заниматься всякой ерундой. Ну и, соответственно, опять же, вот это все как бы накладывает некоторые ограничения на твою жизнь. Ты не можешь поехать отдыхать, когда ты хочешь, к примеру. Это типа слишком нерационально для команды. Если мы хотим отдыхать, нам нужно каждый с каждым договариваться, ехать все вместе, к примеру. Чтобы это было все. Ну, просто если каждый, допустим, если каждый поедет отдельно 2 недели, то как бы 5 игроков — это уже 10 недель в году, ну, это да, уже слишком много. Да. Вот, то есть жертвуешь отдыхом, личным временем, еще чем-то. Вот перед Интернешналом у нас был месяц поездок по всяким турнирам. Потом там с этими буткемпами International еще месяц, и как бы вот 2 месяца в году просто как бы играешь турнир, готовишься к International, это, извините, уже 1/6 времени. Ну, просто ты даже дома не находишься. По крайней мере, я думаю, этого стоит, смотря на такой большой призовой фонд в этом году. Это правда, но как бы вопрос был о том, типа, какие минусы. Хорошо. В принципе, я думаю, на этом все. Я желаю вам удачи в групповой стадии и
Думаю, что пообщаемся уже в Key-арене. В этом году, к счастью, все команды будут там играть. Я уверен, что вы пройдете дальше. Спасибо тебе большое, удачи. Подписывайтесь на наш канал, здесь будут все интервью, весь репортаж. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо.